Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать гостей на своем канале, новичков. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, обязательно заглядывайте в плейлисты. Канал об узорах, узорчиков уже очень много. И чтобы вы не запутались, они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы его не потерять. И нажмите на колокольчик, так вы узнаете, когда будут новые видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, отдельные слова благодарности. Вы моя большая группа поддержки, разные города, разные страны. Спасибо вам огромнейшее. И я к вам сегодня с новым уже не узорчиком, а изделием. Узорчики, которые здесь представлены, мы с вами уже вязали. Так? Это у нас будет бактус. Бактус платок на шее. Очень интересная легкая модель. Вяжется очень классно. Я вам расскажу и про крючок, и про пряжу, и какие узорчики мы будем здесь использовать. Получается готовое изделие 1,52 м в длину и 70 сантиметров в ширину. И смотрите, вот такой вот переход цвета, очень-очень интересный. Это ниточки Yarn Art Rose Garden, я вам покажу обязательно. И вот так вот от угла, от ярко-ярко-оранжевого начинается, видите? И вот так вот растет, растет, растет. Видите, узорчики такие квадратиками. То есть схемку я вам нарисую сама, потому что схемка, опять же, от головы. Вот таким вот образом. Квадратики, квадратики, квадратики. Итак, показываю схемку. Итак, схемы. Схемы вам показываю вручную. Да, рисую, потому что они в голове. Итак, вот наш бактусик. Например, да, вот мы начинаем вязать от угла. Один край договорились, что у нас будет ровный. Другой край у нас будет постоянно увеличиваться. Вот таким вот образом за счет столбиков с накидом. И получается, вот он так вот растет в длину. У меня он в длину получился 152 сантиметра. У вас он может быть больше, у вас может быть меньше, в зависимости от плотности вязания, от пряжи, которую вы используете. Я, получается, использовала практически 1000 метров. Да, у меня остался вот буквально вот такой вот моточек на кисточку. Возможно, другой человек другой рукой будет провязывать, и у него, может быть, не хватит. Да, может быть, прям тютелька в тютельку. То есть это зависит от каждого человека отдельно. И в ширину вот здесь у меня получился 70 сантиметров. Вот такой вот стандартный, классический, обычный платочек бактусик. Смотрите, я, получается, использовала в данном бактусе 3 схемы. У меня здесь 3 схемы использованы. Первая, получается, идет вдоль всего платка, когда начинается наше вязание. И вот так вот продолжается вдоль всего платка, каждый ряд. Назвала его макарошки. Вот он, видите? Идет вдоль, 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 вдоль всего платка макарошки. Далее я делала вначале обычные столбики, а потом начала присоединять новый узорчик, назвала его крестики. Вот он, незатейливый, несложный крестики. Потом, когда крестики закончились, да, тут дальше опять продолжаются крестики, а тут начинаются веерочки. Ну, такие, так вот назовем их, веерочки. Понятно? И вот они будут сменять друг друга. Крестики, там веерочки, крестики, веерочки и так далее. Когда вы поймете принцип вязания, да, вот этих квадратиков, вы в дальнейшем сможете придумать свое изделие. То есть можете вязать прямоугольники вот такие, да. Граница каждого квадратика будет представлена рельефными лицевыми и рельефными изнаночными столбиками. Все покажу, все расскажу. Итак, первая схемка. Макарошки. Раппорт узора 6 петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Начинаем, получается, мы вязать на лицевой стороне. И у нас здесь, получается, будет рельефный лицевой столбик. Я вам все покажу, как это будет вязаться. 3 столбика обычных с накидом, рельефный столбик и, назовем его, кромочный столбик с накидом. Возвращаемся обратно. 3 воздушные петельки. Здесь, получается, чтобы сохранить рельефность, мы вяжем рельефный изнаночный столбик с накидом. Опять 3 столбика обычных с накидом. И когда провязали третий, набираем 3 воздушные петельки. Вот отсюда идем и смотрите, куда направляемся. Вот к столбику, который идет перед, вот к этому столбику, который идет перед рельефным. Сюда делаем соединительную петельку и должны вернуться обратно. И здесь будем провязывать 8 столбиков без накида. 8. Соединили опять с этим же столбиком. Видите? Вот такая вот макарошечка получилась. Вот она такая красивая. Все. И закончили рельефным лицевым. И вот такую вот картину будете вязать на протяжении всего такого вот вертикального раппорта. Да? Идем дальше. Второй узорчик. Смотрите. Вот здесь у меня были обычные столбики. Потом начинаются крестики. Крестики — это просто столбики с накидом
провязанный, сейчас покажу как. Обязательно узорчик должен быть кратный 2. Вот, единственное, что условие кратное 2. Допустим, нарисую я 6 воздушных петелек. Как начинается узорчик? Просто вы, когда провязываете столбик, вы провязываете не в первую петельку, а во вторую. А следующий столбик вы провязываете в первую петельку. Все, крестик. Опять во вторую петельку, потом возвращаетесь в первую петельку. Во вторую петельку, в первую петельку. Ничего сложного, но эффектно, да, получается, необычно. Вот, видите, здесь прибавочки идут, а здесь наши столбики. Вот, провязали до нужного нам, получается, количества петелек. В моем случае я провязала до 26 петелек. То есть здесь у меня получается 26 петелек, и я переключаюсь на новый узорчик. Третий узорчик называется веерочки. Сами по себе веерочки, один веерочек, так, он представляет собой 2 ряда. То есть один веерочек – это 2 ряда, так. И у меня квадратики, ну, как бы для себя я решила, что они у меня будут 10 рядов квадратики. Получается, я здесь провязала 10 рядов, квадратик закончился. Здесь, получается, провязала 10 рядов, веерочки закончились. Итак, провяжу вам, покажу вам схематично. Вот, например, у нас тут как граница, да. Начинаем данные веерочки всегда, начинаем наше вязание веерочков с изнаночного ряда. Там будет вам легче намного. Итак, вот у нас получается рельефный изнаночный столбик. 3 воздушные петельки пропустили. Дальше у нас идет рогатка. Покажу, как ее вязать. 3 воздушные петельки пропустили, рогатка. И в конце, в самом перед рельефным столбиком, нам надо будет здесь пропустить всего лишь 2 воздушные петельки. Но я вам покажу вот это условие, да, для чего это и как это. Вот, рельефный изнаночный. Сами рогатки вяжутся. Это столбики с накидом, между ними по 2 воздушные петельки. Столбики с накидом, между ними по 2 воздушные петельки. И вот когда вы рельефный, да, получается, изнаночный провязали, рельефный изнаночный здесь, перевернулись на новую, получается, сторону, на лицевую, как вы будете провязывать. То есть у вас будет рельефный лицевой, а ножку вы должны будете провязать рельефным лицевым. Далее в саму арочку 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбика с накидом обычные, а вторую ножку точно так же обвязываете рельефным лицевым. И перепрыгивайте на следующую рогатку. Опять рельефный лицевой, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбика с накидом. И опять рельефный лицевой. И заканчивайте вязание границы, так скажем, узорчика рельефным лицевым. Все покажу, все расскажу, все получится, да. И вот видите, как они сменяют друг друга. Крестики, веерочки. Крестики, крестики, веерочки. То есть в шахматном порядке, вот так вот в разнобой. Очень интересно, сменяют друг друга, не скучно. Плюс ко всему еще у меня, получается, цвет меняется. Будет здорово. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, начнем с материала. Ниточки. Вот такая вот огромная бобинка. Это Yarn Art Rose Garden. Очень интересные ниточки. Смотрите, это 100% хлопок. Так? 250 грамм, 1000 метров. Расцветки могут быть совсем-совсем любые. Вот какие захотите. Итак, смотрите. Упаковочка. И что цвет? Цвет кому интересен? 317. И что нам советуют производители по поводу крючка? Они говорят нам, берите 3 миллиметра. По опыту скажу, я вязала ниточку 3 миллиметра. Очень классно получается, действительно подходит. Угу. Вот такие вот ниточки. Смотрите, самое интересное, что у этих ниточек, да, написано старт, да, и ниточка, получается, берется из центра, и вот так вот она дальше тянется, и потихонечку меняется цвет. Но вы можете вязать и снаружи. То есть снаружи берете ниточку, и у вас получится изделие, наоборот, от голубого до такого вот оранжевого. Либо начинайте с центра. Угу. Я начну с центра, и удобнее, и как бы заказчику все равно с какого начинать. Да? Итак, приступаем. Давайте. Итак, приступим. Начинаем непосредственно сначала, где у нас ниточка. Убираем ниточку. Пока убираю ниточку, хочу уточнить. Вы берете любую пряжу, какую захотите. Угу. То есть вы можете попробовать из любой пряжи, не обязательно из этой. Так. Для начала вот так вот будем вытягивать ниточку нашу, да. Я ее уберу. Для начала мы с вами сделаем 4 воздушные петельки. То есть у нас будет вначале петелька фиксации. То есть все как всегда. Зафиксировали. Ее мы далее при наборе не считаем. Потом этот кончик обязательно спрячем. Итак, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Есть. А теперь делаем накид и возвращаемся вот к первой петельке.
Вот, ныряем в первую петельку и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом, и сюда же ввели крючок, вытянули ниточку и провязали 2 столбика с накидом. Угу. Пока вот такой вот маленький небольшой треугольничек. Что делаем дальше? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сами договоримся, что с одной стороны у нас будут увеличиваться наши, получается, петельки, а с другой стороны будет ровный край. Допустим, с этой стороны будет ровный край, да? То есть мы провязали первый столбик, теперь провязываем во второй столбик, столбик с накидом. Обычный столбик с накидом. Взяли, провязали второй, 2. И вот у нас 3 петельки подъема были, да? Вот в третью петельку ныряем. Аккуратненько ныряем. Сейчас ниточку подтяну хорошенько. Аккуратненько ныряем и провязываем. Здесь будет 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же нырнули. 2. Сюда же нырнули. 3. Вы потом поймете принцип. С одной стороны, получается, мы увеличивать будем, с другой стороны будет ровный краешек. Итак, далее 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И опять же в этот же столбик, да, будем провязывать еще 2 столбика. То есть в каждом ряду будет прибавка. Раз. И сюда же 2. Итого получилось здесь 3 столбика с накидом. Остальные столбики, раз, два, три, 4, провязываем обычными столбиками, то есть по одному. Раз. 2. 3. И вот у нас где были 3 петельки подъема. 3 петельки подъема. Вот мы в третью петельку ныряем аккуратненько. Так. И вытягиваем ниточку и провязываем обычный столбик с накидом. Так. То есть у нас сейчас по результату получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с накидом. Теперь мы делаем далее 3 опять воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. А вот здесь мы с вами второй столбик, да, и все остальные вторые столбики будем провязывать рельефным, вот так вот, изнаночным столбиком или лицевым, смотря какой ряд, да. В данном случае я буду провязывать его рельефным изнаночным столбиком, так. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Далее я провязываю 3 столбика с накидом обычными столбиками. Раз. Вы пока повторяйте, потом принцип поймете. 2. 3. А теперь делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите внимательно. Поворот. Разворачиваемся. Вот таким вот образом. Вот мы его и вязали вот в этом ряду. Да? Значит, мы опускаемся еще на ряд ниже. Вот к этому столбику. Видите? Вот к этому столбику опускаемся. Вводим крючок. И протягиваем ниточку просто соединительной петелькой. То есть сразу же соединяем и провязываем петельку с крючка. Оп. Понятно? То есть если вот так вот посмотреть, у нас получается вот такой как бы крестик. Мы вернулись назад. Угу. А теперь смотрите внимательно. Разворачиваем наше вязание. И возвращаемся вот по этой нашей арочке. И сюда провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Секундочку. 5, 6, 7 и 8. Вот, видите? Вот у нас такая вот как бы ракушечка получается. И вот эту ракушечку мы присоединяем, вот откуда мы начали вязать. Видите, вот наш столбик. Вот мы к верхушке его присоединяем соединительной петелькой. Раз. Оп. Все. Понятно? Дальше, когда вы будете вязать, у нас вот эти вот ракушечки, да, вот эти вот рожечки будут повторяться каждый, получается, ряд, когда мы будем вязать на протяжении всего нашего изделия. И дальше вы более поймете принцип, как его провязывать, да? Итак, идем дальше. Вот мы провязали с вами, видите, да, столбики. Провязали. Дальше накид.
У нас здесь с вами осталось еще 2 столбика. Так вот, предпоследний провязываем рельефным изнаночным. Так, опять берем крючком таким образом, что у нас столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. И вот в эти последние 3 петельки подъема мы с вами должны будем провязать 3 столбика с накидом. Поначалу такая ювелирная работа. Раз. Потом будет полегче немножко. 2. И сюда же 3. Угу. Вот такая картина получается с этой стороны. Видите? Дальше опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3 петельки подъема, разворот. И сюда же провязываем еще 2 столбика. То есть по этому краю мы будем увеличивать наше изделие. Раз, два, 3. То есть вот они 3 столбика, да? То есть первые 3 петельки это имитация столбика. Идем дальше. Вот следующие вот эти раз, два столбика провязываем как обычные столбики. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Есть. Вот у нас этот столбик, да, был рельефным. Он был у нас рельефным изнаночным. Теперь мы берем его вот таким вот образом. То есть наоборот, у нас столбик перед крючком, провязываем его рельефным лицевым столбиком с накидом. А далее смотрите, как только провязали рельефный лицевой столбик с накидом, да, вот нашу рожечку, рогаточку эту убираем и провязываем по столбикам. Раз, столбик с накидом в верхушку. Просто проходим столбиками. 2, столбик с накидом. 3, столбик с накидом. А вот у нас 2 последних столбика, да, предпоследний провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. А последний столбик, вот в 3 петельки подъема, да, будем провязывать обычным столбиком с накидом. И вот этот узорчик, который у нас с вами получается, сейчас покажу. Провяжу последний столбик. 3 петельки подъема нырнули. Оп. Раз, два. Вот смотрите, вот этот вот раппорт вертикальный. Рельефный столбик. 3 столбика обычных. Рельефный столбик, да, и заканчиваем. Это у нас будет на протяжении всего изделия. Понятно? То есть сейчас мы будем с вами опять еще одну такую же ракушечку вязать. Итак, 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Следующий столбик у нас рельефный, да. По узорчику мы повторяем. Получается, будет рельефный, изнаночный. Вот таким образом берем наш столбик, что у нас столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик, по 2 петельки. 2, 2. Далее провязываем 3 столбика, обычные 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Так, а теперь провязываем с вами 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворачиваемся. Смотрите, вот наш ряд, еще раз, да, говорю, наш ряд, а мы опускаемся в ниже стоящий ряд. И получается вот к этому столбику, который идет сразу же за рельефным. Видите? Вот. Получается верхушка вот третьего, да, ряда, если считать раз, два, 3. И получается низ второго ряда. Вот, нырнули вот в этот столбик. Вытянули так вот ниточку. И сразу же провязали за петельку, которая находилась на крючке. То есть это, скажем, соединительная такая вот петелька. Раз. Понятно? У нас опять формируется вот такой вот как бы крестик. И теперь мы должны вернуться обратно. То есть вот разворачиваем наше вязание. Воздушная петелька. И вот в эту арочку ныряем и провязываем 8 столбиков без накида. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Понятно, да? Вот. И вот к столбику, с которого мы начали, за верхушку вот так вот цепляемся и делаем соединительную петельку. Оп, все, соединились. Для того, чтобы у нас красиво вот этот вот рогалик лежал. Понятно? Все. А дальше получается, продолжаем наше вязание. И мы помним, здесь у нас рельефный был столбик. В данном случае в этом ряду мы вяжем его как рельефный изнаночный столбик с накидом. Раз, раз.
И до конца ряда обычные столбики с накидом. Раз, два, три, 4. И в последний провязываем 3 столбика. Раз, два и 3 столбика с накидом. Все, красота. Опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, поворот. Опять вот с этого края, да, прибавляем. Делаем сюда в этот столбик еще 2 столбика с накидом. Раз, два. И идем, получается, вот до нашего рельефного столбика, да, идем обычными столбиками с накидом. То здесь не будем отягощать наше вязание дополнительными узорами. Потом будем это делать. Раз, два, три, 4, 5 и 6. А следующий столбик, видите, да, он у нас идет рельефный. Видите, он так вот выделяется. Вот мы его также провязываем, но в данном случае провязываем рельефным лицевым. Следующие столбики провязываем 3 столбика обычными столбиками. Раз, два, три. Так. И опять рельефный столбик. Провязываем рельефный столбик. Есть. И последние вот эти 3 петельки подъема беремся за третью петельку аккуратненько и провязываем обычный столбик. Несложно, да? Вот. По итогу у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов, да? И уже смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 столбиков. Угу. У вас также получается? Все, идем дальше. Опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Далее у нас второй столбик всегда рельефный. Мы его провязываем как по узорчику. Сейчас у нас будет изнаночный. Вот, провязываем его изнаночным. Далее 3 обычных столбика. 1, 2. Аккуратненько. Ниточки, видите, расходятся. 3. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Разворачиваем наше вязание. Так, смотрите. И опять повторюсь. Вот ряд, который мы вяжем. Мы спускаемся, получается, на ряд ниже. Так? И вот именно к этому столбику, который из 3, первый вот такой, вот, опускаемся в его. У этого, получается, основание, а у этого верхушка. Вот, крючок так вот ввели, таким вот образом. И соединительной петелькой провязали. Раз. И сюда же. Раз. Понятно? Вот наш, получается, крестик такой. И сейчас мы этот крестик должны будем обвязать и превратить его в такой вот рогалик. Итак, воздушная петелька. Развернули наше вязание. Вот наша вот эта арочка, которую мы только что крестик сделали, да, палочку такую. Провязываем здесь 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И чтобы красиво рогалик лежал, нам необходимо его соединить вот с этим же столбиком, откуда мы начали вязать, и соединительной петелькой. Раз. Все. И он вот так вот укладывается. Понятно? Все. И идем дальше вяжем. Дальше у нас опять рельефный столбик. В данном случае он будет у нас изнаночный. Рельефный изнаночный столбик. И до конца ряда столбиками с накидом. И в конце 3 столбика. Давайте, сами справитесь. Так, я надеюсь, у вас получилось. Вот наша картина. Да? Вот он так будет находиться, наш бактусик, опускаться вниз. В зависимости от того, как вы будете поворачивать кончик, вы можете эти вот рогалики по-разному менять. Да? То есть, как он у вас будет свисать, так вы можете эти рогалики и направления делать. Красота, красота. Смотрите, дальше предлагаю сделать каким образом. Вы можете продолжать дальше такими же обычными столбиками с накидом, да, чтобы не нагружать, например, узорчиком. Я хочу, смотрите, что применить. 1, 2, 3 воздушные петельки. Сюда же провязываю
еще 2 столбика с накидом. Так. И дальше, смотрите, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть четное количество петелек. Теперь, смотрите, я хочу как сделать. Сделать накид. 1 столбик пропускаю, шагаю в следующий столбик. И провязываю столбик с накидом. Оп. Есть. Далее накид. И я, получается, возвращаюсь вот к этому столбику, но возвращаюсь сзади. Ну, просто так удобнее будет вязать. И вытягиваю ниточку и провязываю обычный столбик с накидом. То есть я формирую, так скажем, крестик. Ну, просто решила вот так вот немножечко усложнить. Опять столбик пропускаем, следующий провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. И возвращаемся к предыдущему столбику, который мы пропустили. И вот так вот сзади провязываем столбик с накидом. Опять пропускаем столбик, следующий столбик с накидом. Раз. Накид. Возвращаемся вот этому предыдущему, но сзади. Столбик с накидом 2. Опять пропускаем 1. Следующий столбик с накидом 1. И возвращаемся, который мы пропустили, столбик с накидом 2. Вы можете спереди провязывать, можете сзади провязывать, то есть как угодно, да? То есть вот такой вот небольшой получается крестик. То есть не сильно сложно, но интересно. Вот, и последний вот такой вот крестик провязываем. А дальше мы возвращаемся опять к нашему вот этому вертикальному раппорту, который вы уже умеете провязывать, да? Сначала рельефный столбик, потом 3 обычных столбика за верхушечки, ну, столбика с накидом. 1, 2, 3. Потом опять рельефный столбик. И последний столбик получается за 3-ю петельку подъема, то есть обычный столбик. Нырнули, вытянули, провязали. Угу. Вот. Я уже не буду, наверное, останавливаться на этих вертикальных элементах, да, вы уже умеете их сами самостоятельно вязать. Последний раз с вами провяжу. 1, 2, 3. Поворот. Здесь у нас рельефный элемент. Мы его вяжем рельефным. В данном случае получается изнаночным. То есть четко повторяем по рисунку. Сейчас красиво возьму, чтобы было удобно. Так, вытянули ниточку. И провязываем, как обычный столбик. 2 петельки, 2 петельки. Далее у нас тут 3 столбика. Мы их провязываем как 3 столбика. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. А теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И вот ряд, в котором мы вяжем, да, опускаемся на ряд ниже. Вот к этому столбику, к первому, перед, получается, рельефным столбиком. Вытягиваем. Захватываем вначале ниточку. И вытягиваем. И сразу же провязываем. Оп. Воздушная петелька. Поворот. И возвращаемся по вот этой нашей арочке, которую мы только что связали. Делаем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И присоединяемся вот к третьему столбику, который мы провязывали, с которого начинали воздушные петельки. Соединительная петелька. 1. Все. Дальше у нас идет рельефный столбик. В данном случае будет рельефный изнаночный. Угу. И вот эти вот дальше, которые крестики идут, вы провязываете точно так же. То есть первый, видите, верхушку первого столбика пропускаете, вяжете вторую, столбик с накидом. 1. Накид. И возвращаетесь к тому столбику, который пропустили, но сзади. Оп, захватили и провязываем. Второй столбик. Опять верхушку первого столбика пропускаем, во второй столбик провязываем столбик с накидом. 1. И тот столбик, который мы пропустили. Вот, ничего сложного. Опять столбик 1 пропустили, потом к нему вернулись, но сзади. Сейчас покажу, что в итоге получается. Так, захватили аккуратненько, провязали. Вроде как бы, а если были бы обычные столбики, было бы немножечко просто и скучновато, да? А когда мы сами сделали крестики, покажу на лицевой стороне. 1,
И последний столбик. Есть. Вот, смотрите, на лицевой стороне как будет смотреться, да? Угу. То есть, ну, необычненько, да? Как бы, вроде как бы и столбики, вроде как бы и окошечки, и вроде как бы, а что такое интересное, да? Вот. И вот таким вот образом провязывайте. Если, конечно, хотите, вы можете просто провязать обычными столбиками. Смотрите, вот здесь мы провязали с вами крестик, который был, мы его и провязали. Дальше у нас идут 2 столбика, да, и последний, так скажем, кромочный. Так вот эти 2 столбика мы можем спокойно точно так же провязать. Один столбик пропустили, во второй провязываем столбик с накидом раз и возвращаемся опять к столбику. Вам необходимо будет самим обязательно провязать и понять, что это несложно, но интересно. И остаются у вас последние 3 петельки, да, подъема, и в них вы провязываете наши 3 столбика обычные с накидом. Раз, два, три. Угу. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И вот здесь, в этом же ряду, вы можете еще раз, предлагаю как бы, да, сделать крестики. Смотрите, у нас здесь крестик, получается, сделан. И вот у нас еще есть 2 столбика, где вы можете опять продолжить вязать крестики. Поэтому мы сюда, в этот же столбик, делаем еще 2 столбика. Раз, два. Потому что договаривались, да, каждый ряд начинается и заканчивается с этой стороны 3 столбиками. Вот. Раз, два, крестик готов. Вот 2 столбика свободные. Значит, первый столбик пропускаем, во второй ныряем. И у нас, получается, этот ряд с крестиками начнется крестики чуть раньше, да? Раз, два. И дальше опять столбик пропускаем, следующий столбик верхушку провязываем. Столбик с накидом раз. Столбик с накидом сзади 2. Вот. Несложно. Несложно? Несложно. И таким образом вы доходите до нашего рельефного вот этого элемента, да, провязывайте вот эти наши рожечки, ракушечки, так, вот полностью эту часть вы провязываете, так и провязывайте. А вот давайте мы сделаем из наших крестиков 10 рядов. То есть у нас раз ряд, второй ряд, сейчас мы вяжем с вами третий ряд и еще 7. Угу. Точно так же будете самостоятельно прибавлять, договорились? То есть заканчивать ряд и начинать ряд 3 столбиками с накидом. Здесь вся картина повторяется точно так же. Давайте я вас встречу тогда, когда вы провяжете 10 рядов. Раз, два, третий вяжем. И еще, получается, осталось 7. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, какая у нас по итогу получается красота. Провязали 10 рядочков. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Видите, такие вот симпатичненькие окошечки образовались, да? Вот этот вертикальные наши рогалики идут. Смотрите, вот мы здесь делали обычные столбики, да? А тут перешли вот на эти крестики. Ну, скажите, симпатичнее, да, смотрится? Итак, идем дальше. Здесь мы должны будем с вами сделать по плану границу, да? То есть мы будем разграничивать наши узорчики. Я уже сделала за первый, это получается, столбик, сделала 3 столбика. Дальше я делаю за следующий крестик, видите, крестик, раз-раз. Вот за первый, получается, столбик я делаю обычный столбик с накидом. А вот за второй столбик, за второй, я вот так вот его буду огибать аккуратненько. Это единственное, что вот этот ряд как бы такой необычный. Я его буду так вот огибать. И, смотрите, вытянула ниточку, провязала 2 петельки и 2 петельки. Это получается рельефный лицевой столбик. То есть у меня будет такая вертикальная граница, вы потом поймете. А все остальные, получается, крестики вот до этих рогаликов я должна буду провязать рельефными изнаночными. Да, немножко неудобно, но зато будет красиво. Итак, захватываем, получается, наш столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Раз, два. Еще раз захватываем наш столбик, то есть таким образом, чтобы столбик был за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки. Раз, два. Следующий столбик точно так же. Захватываем, вытягиваем, провязываем. И следующий столбик точно так же. То есть мы здесь не будем соблюдать крестики, мы просто их будем вязать прямыми столбиками. Единственное, что они у нас все будут рельефными изнаночными столбиками. Так будет намного как бы понятнее, где какой узорчик будет заканчиваться. В принципе, и так будет видно, но это будет, скажем, для эффекта. Понятно? Смотрите, видите? Вот такая вот начинает появляться граница. Она вот даже немножечко выделяется из общего полотна. Нам этого как раз и надо.
Вот это будет у нас вертикальная граница, вот это будет горизонтальная граница. Давайте все столбики вот до рогаликов провяжем рельефными изнаночными, развяжем сам рогалик, да, а обратно, когда пойдем, я здесь вас встречу, потому что начнется новый узорчик. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, нашу горизонтальную, да, линию, сделали. Дальше вот эту рогалик я сделала, да, уже вернулась обратно. И сейчас мы начинаем с вами новый узорчик. Итак, наша с вами задача. Сделали, получается, последний рельефный, да, столбик. Вот он, наш рельефный столбик. С этой стороны он будет как рельефный изнаночный. Дальше накид. И вот смотрите. Теперь мы с вами будем пропускать столбики. Раз, два столбика пропустили. В третий провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же столбик с накидом. 2. Формируем вот такую вот рогаточку. Дальше пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый. Четвертый провязываем еще одну рогатку. Столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. 2. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. 2. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом. 2. Раз, два, три столбика пропускаем. Четвертый провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2. Поняли, да? То есть весь ряд у нас получается вот из таких вот рогаточек. Далее 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И в четвертый провязываем столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки, столбик с накидом. 2. И дальше получается мы пропускаем 3 столбика и после в четвертый ныряем вот таким вот рельефным изнаночным столбиком. Понятно? Рельефным изнаночным. А оставшиеся столбики провязываем обычными столбиками. Раз, два, три. И вот эти вот, получается, третью петельку подъема берем и провязываем здесь 3 столбика с накидом. Раз. То есть как мы все ряды и здесь и заканчиваем, да? Сюда же нырнули 2. И сюда же нырнули 3. Вот, поворот. Смотрите, какая получается картина. То есть вот весь ряд из вот таких вот, ну практически весь ряд, да, из вот таких вот состоит рогаточек. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем опять 2 столбика с накидом. То есть для вас это не новость. Заканчиваем ряд и начинаем ряд мы по 3 столбика. Угу. Идем дальше. Здесь пока непосредственно вот до рельефного столбика мы провяжем с вами обычными столбиками с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Теперь получается мы провязываем рельефный столбик. В нашем случае с этой стороны получается он рельефный лицевой. Вот таким образом его берем. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Понятно? То есть вот граница, вот граница. Все четко видно. А теперь смотрите. Наша с вами задача. Берем вот эту первую ножку нашей рогатки. Вот так вот окружаем ее рельефным, да, будем столбиками обвязывать. Рельефный лицевой. Раз. Захватили ниточку и провязали 2 петельки. 2 петельки. Далее ныряем непосредственно в саму рогатку и провязываем 2 столбика. Раз столбик. 2 столбик. Потом 2 воздушные петельки. Раз, два. И ныряем сюда же в эту же арочку и провязываем. Раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. А далее окружаем вторую, получается, ножку нашей рогатки и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Оп, оп. Понятно? То есть вот такая получится у нас такой вот веерочек. Идем дальше. Точно сразу же после рельефного лицевого переключаемся к следующей рогатке и провязываем точно такой же рельефный лицевой столбик с накидом за ножку. Ныряем дальше в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2.
2 воздушные петельки, раз, два, опять ныряем сюда же и провязываем 2 столбика с накидом, раз, два. И вторую ножку нашей рогатки окружаем вот таким образом и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Следующая рогаточка. Точно так же. Вначале рельефный лицевой столбик с накидом за ножку. В арочку 2 столбика с накидом. Раз, два. 2 воздушные петельки. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. И ножку окружаем рельефным лицевым столбиком с накидом. Понятно? То есть вот у вас начинают получаться вот такие вот рогаточки, веерочки из рогаточек, веерочки. Хорошо? Итак, давайте до конца, до рожек вот этих вот провяжите. Провяжите потом вот эту вот рожку-макарошку. А дальше, когда обратно пойдете, я вот здесь встречу вас. Договорились? Давайте. Большие молодцы, большие специалисты. Так, смотрите. Вот наша граница, да? Вот наша граница. Вот начинаются наши веерочки. Вот тут уже вот эту вот макарошку я провязала, обратно вторую макарошку провязала и продолжаем дальше. Итак, закончили, получается, на рельефном изнаночном столбике, да, после макарошки этой. Вот он, рельефный изнаночный столбик, и начинаются опять наши веерочки. И здесь несложно. Делаем накид, ныряем вот в эту арочку, в которой 2 воздушные петельки, вот таким вот образом, и делаем столбик с накидом. Раз, далее 2 воздушные петельки, и сюда же ныряем, и опять делаем столбик с накидом. То есть мы делаем точно такую же рогатку, которая у нас была в предыдущем ряду. Понятно? Опять накид, опять следующую арочку ныряем, делаем столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Как бы немножечко подтягиваем наши веерочки, чтобы показать их всю красоту. И опять нырнули в арочку, столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки, столбик с накидом 2. Угу. Давайте вот так вот до конца ряда вот такие вот опять рогаточки сделайте. А здесь, где обычные столбики, не забудьте про рельефный столбик, да, нашу границу. А где обычные столбики, провязываем пока обычными столбиками. Договорились? Давайте. А здесь в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот, сделали, получается, рогаточки для наших будущих веерочков. Так? Вот наша вертикальная граница. И здесь у нас столбики. 2, 4, 6, 8, 10. Угу. Итак, продолжаем дальше. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же провязываем еще 2 таких же столбика. То есть, повторюсь, начинаем мы 3 столбика. Да, делаем в 1 столбик и заканчиваем 3 столбика в 1 столбик. Но вы сами, да, заметили, как у нас здесь краешек идет ровно, а здесь он постепенно увеличивается. Итак, еще раз просчитаем. После рельефного столбика 2, 4, 6, 8. Вот 9 столбик. Давайте провяжем его обычным столбиком. А дальше предлагаю провязать вам точно так же, как мы провязывали здесь, вот такой же сеточкой, то есть из крестиков. Угу. То есть, если вы хотите, вы можете продолжать дальше просто обычными столбиками. Но я буду вот такими же крестиками делать. Итак, повторюсь, первый пропускаем, во второй столбик провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Возвращаемся к первому столбику и сзади его провязываем тоже также столбиком с накидом. Раз. Опять столбик пропускаем, следующий столбик с накидом. Раз. Вернулись. Столбик с накидом 2. Вот, и опять столбик пропустили, крестик провязали и вернулись к первому столбику. Опять столбик пропустили, следующий столбик провязали, вернулись сзади к первому столбику. И вот, видите, наш рельефный столбик идет. Мы провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Есть. Дальше начинается наша рогаточка. Помните, да? То есть вначале мы ножку провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. Далее провязываем непосредственно в саму рогаточку 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же опять раз столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И окружаем ножку. Рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. И сразу же перепрыгиваем к следующей рогатке. Беремся за ножку и опять окружаем рельефным лицевым столбиком с накидом.
В рогаточку непосредственно 2 столбика, 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушные петельки и сюда же 1 столбик, 2 столбик и окружаем ножку. Понятно, да? Вот. То есть вот у нас такие вот получается как бы немножечко объемные такие вот веерочки, так, интересные. И мне как бы к вам предложение, да? Давайте провяжем, получается, один вот этот вот красивый веерочек, это 2 ряда, правильно? То есть получается, мы с вами сделаем вот таких вот еще дополнительно, вот раз у нас ряд веерочков, мы сделаем еще 2, 3, 4, 5, итого 10 рядов. Угу. Итак, мы провязали раз, вы сейчас делаете 2, и у вас еще останется 3, 4, 5 веерочков именно. То есть получается здесь 2 ряда, 3 провязали, сейчас мы вяжем 4, надо 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь вы провязываете с левой стороны вот эти вот макарошки, как и есть. А здесь вы провязываете вот эти крестики, точно так же, как мы провязывали здесь. Понятно? Здесь сколько получится, столько получится. Угу. Самое главное, мы сейчас ориентируемся на центральные веерочки. Давайте. Должно быть 5 рядов вот таких веерочков. Итого 10 рядов. Понятно? Давайте. Так, смотрите, получается, провязала 5 рядочков веерочков. Раз, два, три, 4, 5. По итогу получается здесь 10 рядов. Поняли, да? То один веерочек, получается, это 2 ряда. Итак, вот я провязала, получается, пошла сюда. Видите, начинает меняться ниточка. Класс. И провязала вот этот вот рогалик, так, вернулась уже обратно. И теперь мы с вами должны закончить, да, закончить непосредственно наш узорчик. Для этого нам необходимо выровнять, видите, у нас какой волнистый край. Будем выравнивать край. Итак, делаем здесь 2 воздушные петельки. Раз, два. И далее присоединяемся вот к этой вот верхушечке, да, нашего веерочка, в арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Оп, понятно? Дальше смотрим. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. То есть точно так же, как мы пропускали с вами здесь, да, 2, потом 3 и так далее. И шагаем опять в эту вот арочку веерочка и делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. В арочку ныряем, столбик без накида, 3 воздушные петельки. В следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки. В следующую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки. И вот так вот по арочкам прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три. Вот, и смотрите. Тут получается у нас идет рельефный изнаночный столбик, с накидом. Вот. А дальше до конца ряда проходим нашими крестиками, точно так же, как мы проходили. И здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, видите? Вот наш рядочек выравнивается. Сейчас мы его еще столбиками красиво украсим. Давайте, до конца ряда, в конце ряда вас встречаю. Так, смотрите, получается, вот видите, выровняли, да, наши веерочки. Здесь провязали крестики. Далее давайте вернемся обратно крестиками, так. А здесь я покажу, как мы пойдем столбиками. Договорились? Ну, для того, чтобы у нас такой был законченный вид нашего узорчика. Угу. Давайте крестиками сюда идем. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите, сделали рядочек крестиками, да? То есть поняли наши вот эти крестики, очень красивые. А теперь сделали рельефный столбик, чтобы разграничить, да, наш узорчик. И вяжем вот точно так же, как мы с вами провязывали. То есть здесь сколько воздушных петелек, столько сюда вяжем и столбиков с накидом. И, конечно, я желательно буду рекомендовать, чтобы вы вязали не в арочку, вот так вот столбик, да, с накидом, вот так вот, а буду рекомендовать, чтобы вы вязали непосредственно в петельку. Вы видели, да, в предыдущих моих видео, если смотрели, что в петельку получается намного аккуратнее. Видите, в петельку ввели и провязываем столбик с накидом раз. В петельку ввели, столбик с накидом 2. В петельку ввели и столбик с накидом 3. Вот там, где наш столбик без накида, ныряем в столбик и провязываем столбик с накидом. Вот, и мы как бы вот таким вот образом полностью выравниваем наш ряд. Опять 3 петельки, значит мы провязываем 3 столбика. Если у вас получается, если позволяет ниточка, позволяет крючок и позволяет зрение, то, конечно, делайте в петельку. Если что-то не получается, да, ниточка тоненькая, там крючок толстый, там зрение не позволяет, но не мучитесь, да, делайте в арочку, все равно будет принцип понятен, будет красиво. Все, и вот так вот по порядочку
Здесь получается столбик в столбик. И вот так вот идем и доходим до наших вот этих вот макарошек. Макарошки провязали, вернулись обратно. И тут я вам покажу, что будем провязывать дальше. Угу. Давайте до конца ряда макарошки, чуть-чуть обратно. И тут я вас встречаю. Договорились? Давайте, будет красота. Так, смотрите. Вот, провязали столбиками вот этот наш квадратик, да? Узорчик с веерочками. Я уже здесь провязала вот эту макарошку. Теперь буду возвращаться обратно. Мне необходимо будет сделать границу. Вот для нашего квадратика границу. Здесь у нас вертикальные границы, да? Здесь будет, ну, есть горизонтальная и здесь будет горизонтальная. Провязываем границу только лишь до крестиков. Дальше будут самостоятельно крестики идти. Так вот, здесь, получается, провязали нашу границу на лицевой стороне и провязывали рельефными изнаночными столбиками. А сейчас мы будем провязывать на изнаночной стороне, и поэтому должны будем провязать рельефными лицевыми столбиками. Понятно? То есть, смотрите, вот таким вот образом. После нашего рельефного столбика, который идет за макарошкой, да, начинаются наши обычные столбики. И вот мы берем первый столбик, взяли вот таким образом, что столбик перед крючком. Вытянули ниточку. Так, и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Вот он, рельефный лицевой столбик с накидом. Следующий столбик точно так же взяли, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик точно так же взяли, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки и так далее. Провязываем с вами по 2 петельки, да, ну, получается рельефный лицевой столбик с накидом вот до границы, до наших крестиков. Угу. Дойдем до границы, здесь я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, видите? Вот наша граница. Получается горизонтально полученная столбиками, которые мы провязали лицевыми, да, рельефными. Вот. А дальше у нас идет рядок нашими крестиками. То есть по итогу у нас должно получиться точно так же, как и здесь, да, как и здесь, 10 рядов. Вот, делаем, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последний ряд делаем крестиками, а здесь я вас встречаю. Угу. Ну, полурядочка вот такие вот. А здесь я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, наши крестики, да. И если посчитать, сколько крестиков здесь, если вяжете вместе со мной, здесь получается 13, и здесь получается 13. Так, сейчас мы должны будем с вами закрыть, так сделать разделение между узорчиками, то есть дальше будет другой узорчик, так. И смотрите, как мы сделаем. Опять 3 столбика, да, самые первые провязали в одну верхушку предыдущего ряда. И дальше провязываем 1 столбик с накидом, обычный столбик, 2 столбик обычный есть. И смотрите, вот перед крестиками нашими, да, вот этот вот первый столбик перед крестиками провяжем рельефным лицевым столбиком с накидом, чтобы это была вертикальная граница. Вот как вот эта вот вертикальная граница. А следующие столбики будем провязывать рельефными изнаночными, чтобы получить горизонтальную границу. Итак, накид. Берем наш первый столбик. Берем вот таким образом. Аккуратненько. Раз. Что столбик за крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем обычный столбик с накидом. 1, 2. Следующий столбик точно так же берем. Столбик у нас за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик. Точно так же аккуратненько берем. Чуть помедленнее будет вязаться, да, данный ряд, но зато будет очень красиво и границу будет видно. И так далее. То есть вы знаете. Угу. Все. Вот так вот провязываем до нашего рельефного такого вот столбика, вот до этого столбика. Провязываем рельефными изнаночными. А здесь я вас встречу, покажу дальше узорчик. Договорились? Давайте. Так, смотрите, какая красота. Мы получили вот эту горизонтальную линию, да, вот наша будет граница. Очень красиво. А дальше, смотрите, так как мы с вами здесь закончили узорчик с веерочками, давайте мы здесь начнем вязать узорчик с крестиками. Вот точно так же. Угу. То есть вы провязываете опять, первый пропускаете столбик, второй провязываете, возвращаетесь к первому. Один пропускаете, второй провязываете, возвращаетесь к первому и так далее. Да? Итак, давайте довяжете здесь крестиками, вот такими крестиками. Макарошка. Вернетесь опять крестиками. Угу. А здесь начнем новый узор. Давайте. Итак, крестики, макарошки, крестики. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, наши макарошки. Да, макарошки. Вернулись обратно крестиками. Дошли до рельефного столбика, который является вертикальной границей узоров. Угу. И вот теперь, смотрите.
Делаем точно так же, как мы с вами делали вот здесь, вот в этом рядочке. То есть мы с вами должны будем пропустить 2 воздушные, ну, 2 столбика и дальше сделать рогатку. 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка, 3 столбика, рогатка и так далее, и так далее. Угу. И доходим до рельефного столбика. Помните, да? Итак, смотрите. В данном случае 2 столбика пропускаем, в третий провязываем нашу рогатку. Это столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Угу. Далее 3 столбика, вернее, пропускаем и провязываем еще очередную рогатку, 2 воздушные петельки и сюда же рогатку. Помните, да? Давайте до конца ряда. Не забудьте, здесь у вас рельефный столбик есть, до рельефного столбика, а после рельефного столбика провязывайте просто обычными столбиками. Так? Я могу вас спокойно душой ставить, потому что вы уже рогатки такие провязывали. Угу. Давайте. Встречу вас в конце ряда. Так, смотрите, вот мы подготовили, получается, да, наш вот этот вот этот квадратик к новому узорчику. То есть, смотрите, получается, вот теперь у нас будет находиться в шахматном порядке крестики, да, вот они, крестики, 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 да, крестики, крестики, крестики. Здесь, получается, будут веерочки, веерочки, так. Тут потом дальше будут веерочки, то есть поняли, да? То есть здесь у вас крестики, здесь у вас будут потом крестики. Сейчас вот этот ряд я провяжу обычными столбиками. Здесь начнутся веерочки. Здесь будут крестики, здесь опять будет макарошка. Возвращаюсь, да, крестиками. Опять готовлю к следующим веерочкам. И тут получаются обычные столбики. И следующий я планирую сделать вот крестиками. Понятно? То здесь уже будет на ваше усмотрение. Как вы захотите. Когда начать очередной узорчик с крестиками, да, то есть когда у вас будут находиться горизонтальные ваши границы, то есть вертикальный уже понятно, да, где будет находиться вертикальный, вот, а горизонтальный вы можете самостоятельно, то есть вы начинать можете либо раньше сейчас крестики, либо начинать чуть позже, да, то есть у вас будут вот такие вот, видите, у меня горизонтальная линия здесь одна, а здесь получается чуть повыше другая, да, в следующий раз опять также закончится одна, чуть будет повыше другая и чуть повыше третья, понятно? Вот, то есть теперь вы принцип узорчика уже знаете и вяжете теперь, получается, до нужной длины. Я надеюсь, все понятно, все доступно. То есть как только у вас заканчивается ряд, ну, узорчик, да, вы делаете вот такую вот границу. Как только у вас начинается, получается, новый узорчик, да, делаете вот такую границу. Несложно, то есть сейчас вы повторяете то же самое вот здесь, так, а этот, получается, у вас треугольничек перейдет вот сюда, понятно? Но вы здесь можете самостоятельно решать, на каком ряду у вас здесь начнется ваши крестики. Угу. Все, давайте провязывайте до нужной длины, потом посмотрим, что получается. Так, смотрите, например, вязали, 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 решили закончить, да, ниточка закончилась, сами решили закончить вязание. Как сделать краешек? Если у нас здесь сохраняются квадратики, вот такие вот, да, из обычных, получается, столбиков, и вот такие вот веерочки, да. Смотрите, я просто подумала, что вот провяжем обычными рельефными столбиками, и у вас вот такой вот краешек будет, видите, как бы двойной. Это там, где у нас, получается, крестики, так? А там, где у нас веерочки, немножечко по-другому. Смотрите. Заканчиваем вязание, то есть идет обвязка. Вы можете, конечно, возвращаться рачьим шагом, то есть вы можете придумать свою любую обвязку. Я просто решила так вот закончить. Итак, вот у нас идут столбики, да, наши крестики, да, мы тут уже заканчиваем вязание. Накид. Вот, беру столбик очередной и провязываю рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть захватила крючком так, что у нас столбик перед крючком, вытягиваю ниточку. А теперь, смотрите, провязываю сразу же все петельки. Раз, то есть такой у нас будет полустолбик. Рельефный лицевой полустолбик. Следующий. Точно так же. И сразу же все петельки. Раз. И провязала. Следующий. У нас, получается, идет рельефный, да? Будет изнаночный. Но мы его точно так же провязываем. Рельефным лицевым полустолбиком. Раз. А дальше у нас начинаются веерочки. Так? Помним, да, что у нас получается рельефный. Вначале идет столбик. 2 обычных столбика. Так вот. Накид рельефный провязываем рельефным лицевым полустолбиком. Раз, 3 петельки все вместе провязали. Второй столбик точно так же берем и провязываем сразу все 3 петельки вместе. Раз. А вот здесь, смотрите, чтобы у нас как бы веерочек сохранился, да, вот так вот, то следующий столбик и через арочку, да, вот как бы первый столбик и второй столбик провяжем вместе. Смотрите, захватываю первый и тут же второй. Понятно? Вот так вот протянула между ними ниточку и сразу же провязываю вместе. Раз. Понятно? Вот. Остается, получается, здесь у нас от веерочка 2 столбика. И вот эти столбики опять точно так же провязываю рельефными лицевыми полустолбиками. Раз.
2. Еще раз, смотрите, следующий веерочек. Получается у нас 3 столбика. Первый и второй провязываем по отдельности, рельефный, лицевой и полустолбики. А вот третий, да, здесь и первый получается во второй половинке. Берем вот так вот вместе их 2, провязываем и раз, 3 петельки вместе. Так, провязали. Остается еще 2 столбика, и мы их точно так же провязываем. Рельефные, лицевые, полустолбики. Раз. И следующий столбик 2. То есть смотрите, что будет получаться. Вот здесь вот у нас получается вот такое как бы двойное, да, двойная такая косичка получается. А здесь у нас мы сохраняем вот этот веерочек, да, наши вот эти веерочки сохраняем. И получается сзади у нас такая подложечка. Красиво? Красиво. Давайте. Так, смотрите, вот довязала я. Весь краешек провязала. Видите? Получается как бы такая вот двойная вот такая вот косичка идет, да? А здесь получается у нас такие вот верхушечки наших веерочков сохранились. И сзади вот такая вот косичка. И дальше опять у меня идут квадратики. Так вот из крестиков, да? Вот. Обычные такие вот 2 косички. И опять мои веерочки сохранились. Видите, верхушечки. Вот и сзади опять косичка. Вот изнаночка. Все ровненько, все аккуратненько. Вот таким вот образом. Повторюсь, что вы длину определяете сами, размер, да. У меня, смотрите, получается по итогу от этого большого мотка вот остался вот такой вот моточек. То есть, в принципе, можно его куда придумать? Из него можно сделать кисточку, да. И либо можно придумать на вот краешек, да, кисточку сделать, либо вот вниз, да, чтобы будет внизу смотреться, да. Вот такая вот получается по итогу красота. Красота, красота, красота. Несложно, но эффектно, интересно. Да? Я надеюсь, видео вам понравилось. Оставляйте свои лайки обязательно, комментируйте. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить то самое новое и интересное на моем канале. Обязательно поделитесь своими друзьями, подружками. Под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь. Заранее всем спасибо большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Присоединяйтесь, вяжите. Такую красоту у вас получится. Обязательно. Всем пока-пока.